Всем привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Полина, и сегодня у нас на обзоре цифровое фортепиано Yamaha P145. Поехали! Модель P145 — это, безусловно, апгрейд предыдущей модели Yamaha P45. Это обновленная версия предыдущего инструмента, хотя на первый взгляд особых отличий здесь, наверное, не замечается, хотя, в принципе, они здесь есть, но и, к определенному сожалению, и остались какие-то характеристики от предыдущей модели, которые, к сожалению, почему-то не были усовершенствованы. Но, тем не менее, сейчас посмотрим, что же здесь нового, что же осталось, как у предыдущих инструментов. Но начнем непосредственно, конечно же, с общих характеристик. Безусловно, здесь также осталось 88 клавиш, молоточковая механика, взвешенная, градуированная клавиатура. Одно из обновлений первоначально у этого инструмента — это обновление самой клавиатуры. Она даже теперь называется по-другому. Теперь это Grand Hammer Compact. Хотя визуально, на мой взгляд, клавиатура не стала меньше, исходя из своего названия. Казалось бы, компактная, должна быть какая-то более уменьшенная, но нет. Это остались, я думаю, те же самые клавиши, просто сама внутренняя конфигурация и, в общем-то, сенсоры и молоточки, они становятся все меньше, соответственно, и эта клавиатура получила уже иное название. С точки зрения касания практически нет изменений. То же самое покрытие клавиатуры, глянцевые клавиши белые, матовые, черные. По силе нажатия примерно все то же самое. То, что может первое броситься в глаза, это дизайн клавиш. Да, они изменились. Вообще, в принципе, дизайн корпуса немного поменялся. И, конечно же, визуально он стал чуть-чуть компактнее. В общем-то, опять же, производители Yamaha не стали что-то изобретать совсем новое, оставили тот же самый черный инструмент, не добавили никаких новых цветов. Но, возможно, это и хорошо, потому что все равно то, что уже сделано хорошо, впрочем, наверное, обновлять не нужно. Если мы сравним тембры в P45 и в P145, их и там остается 10, но единственное, в P145 добавилось несколько новых инструментов. Это, например, аккордеон или восточный инструмент. И, в принципе, по звукоизвлечению плюс-минус инструмент остался такой же. Но, хотя производители заявляют, что сэмплирование у этого инструмента усовершенствовано, и, значит, сама передача звука стала гораздо более естественная, чем на предыдущей модели P45. Предлагаю сразу перейти к демонстрации тембров. Здесь у нас два тембра гранд-пиано. Начнем с первого. И второй тембр. Послушаем тембр электропиано.
Или, к примеру, звук органа. Также остался тембр клавесина. Послушаем, как звучит тембр аккордеона у этого инструмента. И еще один новый тембр восточного духового инструмента, он называется дизи. Как же он звучит в данной интерпретации? Ну и, конечно же, традиционные струнные инструменты. Как и в предыдущей модели P45, здесь есть возможность наложения тембров. Используя два тембра одновременно, например, гранд-пиано и струнные инструменты. Что у нас здесь по разъемам? Здесь у нас есть отдельный разъем под педаль одинарную, и также можно использовать блок из 3 педалей в отдельный разъем. Конечно же, разъем под наушники, как же без него. Есть разъем USB типа B для того, чтобы подключать инструмент к компьютеру. И есть разъем, соответственно, для адаптера, чтобы подключать инструмент к сети. Конечно же, приятным нововведением в этом инструменте стало наличие приложения Smart Pianist, который до этого не работал с предыдущей моделью P45, и наконец-то теперь можно использовать это приложение для этого инструмента. Единственное, правда, количество функций будет чуть меньше, чем для более усовершенствованных, более дорогих моделей инструментов Yamaha, но тем не менее можно будет использовать некоторые функции для изменения тембра или инструментов и, в общем-то, пользоваться как полноценным дополнением для этого инструмента. В принципе, с точки зрения подключения, его можно как использовать с проводом, так и использовать через адаптер Yamaha. Он приобретается отдельно. Но единственное, при использовании приложения с адаптером Yamaha он будет работать только с платформой iOS. И, кстати, в принципе, сама по себе программа Smart Pianist, она в основном заточена под устройство платформы iOS,
с Android есть некоторые сложности, там небольшое количество различных моделей, но, тем не менее, также можно будет попробовать его использовать. Ну что, подводя итоги, хотелось выделить несколько плюсов и минусов этого инструмента. Минусы, во-первых, в том, что все-таки в инструменте осталась та же самая полифония, 64 голоса, они не стали, в общем-то, этот момент совершенствовать, не знаю, насколько это хорошо, но как есть. Второй минус, что клавиатура тоже осталась двухсенсорная, как и на предыдущей модели. В принципе, учитывая, что разработки идут вперед, и многие современные модели уже все с трехсенсорной клавиатурой, но здесь все-таки осталось все немного по-старому. Третье, конечно же, визуал и только единственный черный цвет, но это уже больше такие придирки, потому что часто спрашивали, что вот когда наконец-то уже будут какие-то новые цвета у Yamaha. Нет, они в основном на таких вот базовых моделях используют только один черный цвет, и что они сделали, собственно, и в этом инструменте. Но еще один минус — это, конечно, цена. Как я уже сказала, поскольку она стала в 2 раза выше, в общем-то, уже не все готовы, в общем-то, потратиться на такой инструмент, учитывая, что есть примерно такой же инструмент P45. Вот. Но, тем не менее, хочу акцентировать внимание на плюсах этого инструмента. Во-первых, действительно, на первый взгляд может показаться, что звук примерно такой же, но действительно качество сэмплирования здесь лучше, звук стал ярче, он стал более светлый, более естественный. Это, безусловно, большой плюс. Второй плюс — это, конечно, работа с приложением, что было недоступно в предыдущей модели. Тоже большой плюс, поскольку можно использовать расширенные настройки инструмента, и это может быть интересно. Третье, конечно же, это компактность. Он стал более аккуратный, даже чуть-чуть легче. Это тоже своего рода плюс, поскольку сейчас чем меньше инструмент, чем меньше он занимает места, тем лучше. Поэтому, безусловно, это хорошее качество уже обновленных инструментов. В целом, мне кажется, это очень удачная, усовершенствованная разработка инструмента, при учете, что здесь еще добавили демпферный резонанс как эффект, то он, в принципе, стал еще больше приближенный к роялям бренда Yamaha. Но в дальнейшем уже выбирать вам, насколько это целесообразно. Возможно, все-таки для тех, кто уже работал с P45, больших каких-то различий не найдется. Но для тех, кто, например, хочет посмотреть какой-то новый инструмент с современными характеристиками, с новыми обновлениями, то может смело рассмотреть модель P45 для своих занятий. Ну а что думаете вы по поводу данного инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. А с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Но, тем не менее, так... Но тем не менее. Ну... Так. О. Но, тем не менее... Я не могу, все. У меня же истерика. Но, тем не менее, также можно будет попробовать его использовать.